Привет, друзья! Еще год назад Даня Милохин работал официантом в анапском кафе и мечтал перебраться в Москву. Сегодня он снимает видео для более чем 9 миллионов подписчиков, записывает дуэты с Тимати и Николаем Басковым, снимается в рекламе для крупных брендов PepsiCo и Mail.ru. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Сегодня мы расскажем, как сирота Даня Милохин стал звездой TikTok и сколько он зарабатывает. Даня родился зимой 2001 года в обычной оренбургской семье. Он был вторым ребенком. Годом ранее на свет появился его старший брат Илья. Данила Милохин не помнит своих родителей. Они разошлись из-за проблем отца с алкоголем, когда мать была беременна. В 3 года он вместе со старшим братом Ильей оказался в оренбургском детдоме, в котором в конце 80-х воспитывался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Мать решила, что одна не потянет погодок, объясняет Милохин. 10 лет, проведенных в приюте, Данила вспоминает с неохотой. По его словам, воспитатели допускали телесные наказания за провинности и плохие оценки. Дети отбирали друг у друга еду. В 13 лет Даня вместе с братом попал в семью предпринимателей Дмитрия и Елены Тюленевых. В семье уже было 5 своих детей. Жили Тюленевы в частном доме в 100 километрах от Оренбурга. Через год после того, как взяли под опеку братьев Милохиных, они съездили в отпуск в Анапу, после которого решили перебраться поближе к морю. От первой мысли о переезде до реализации прошел месяц. Тюленевы поначалу остановились в селе Витязево Краснодарского края. Чуть позже обосновались в станице Гастагаевской в 25 километрах от Анапы. Жизнь в новой семье протекала негладко. К Даниле относились хорошо. Он уверяет, что с уважением относился к опекунам, но доставлял им много хлопот. Из-за его проделок к Тюленевым часто приезжала полиция. Были и разногласия с приемным отцом, чаще всего из-за взглядов на жизнь. Опекун настаивал, что нужно учиться. У Дани к этому не было тяги. Он пытался доказать, что пробьется в жизни без образования. Отец мне объяснил, что мозг – самое важное, что нужно человеку, чтобы добиться всего, что ты хочешь, что мысли материальны. Я поверил, что буду знаменитым. Писал на листочке, что я самый популярный мальчик на всей земле, рассказывает Милохин. Он планировал при первой возможности, когда ему исполнится 18 лет и он уйдет из-под опеки, перебраться за мечтой в Москву. Друзья, также рекомендую к просмотру канал наших партнеров «Ждандер». Там вы увидите приготовление самых вкусных блюд авторского производства от ведущего, пока еще неизвестного в лучших домах Парижа и Лондона, и о котором скоро узнает весь мир. Предлагаю быть впереди планеты всей. Переходите на канал по ссылке в описании под этим видео. В качестве компромисса с опекуном, чтобы уехать из дома, Милохин поступил в техникум в Анапе на специальность автомеханика. Это единственная специальность, на которую взяли с его оценками, объясняет Данила. Жил в общежитии. На пары, к которым совсем не было интереса, все же ходил, чтобы не трогали отца. Вдали от опекунов Милохин стал вести еще более разгульную жизнь. К 16 годам Данила пристрастился к наркотикам. Параллельно решил попробовать себя в блогерстве, завел страничку ВКонтакте, выкладывал все подряд. Фото из супермаркета, где он сидит в тележке, загруженной лапшой быстрого приготовления. Селфи, кадры со встреч с друзьями. Привлекал аудиторию эпатажным внешним видом. Перекрасился в блондина, набил татуировки. К 17 годам он набрал 2000 подписчиков ВКонтакте, его начали узнавать на улицах. Он завел Инстаграм, где продавал рекламу за 100 рублей. Начал обманывать людей на деньги, продавать рекламу и не делать ее, и на вырученные деньги покупать запрещенное, признавался Милохин. Соцсети были не единственным источником дохода. Даня продавал воздушные шары, раздавал листовки, зарабатывая до 300 рублей в день. Долго на подработках не задерживался, быстро надоедало. Летом 2019 года Данила с разрешения и при поддержке опекуна устроился на первую серьезную работу – официантом в кафе. Зарабатывал по 1000 рублей в день. Половина этой суммы уходила на съемное жилье. В общежитии не заселяли на каникулы. Через неделю Милохин решил, что это дорого, и перебрался к друзьям, иногда ночевал на улице. Сэкономленные деньги по-прежнему спускал на развлечения. В сентябре 2019-го начался новый учебный год, и он вернулся в общежитие. На пары приходил редко, до заветного совершеннолетия оставалось несколько месяцев, не было смысла напрягаться. Он еще больше пристрастился к наркотикам. Расплатой за это стал разрыв отношений с приемной семьей. У Милохина появилось много свободного времени для ведения соцсетей. Он сделал ставку на TikTok, который скачал в феврале 2019 года, узнав о новом приложении от друзей. И обсирал людей, которые там снимают. TikTok, вы чё, ребят? Смеется Милохин. Но летом попробовал сам снимать и втянулся. Брал телефон и снимал, что придет в голову. Фишкой Милохина стали ролики, в которых он шутит над тем, что у него нет мамы.
Аудитории его подход к контенту понравился. Ролики набирали сотни тысяч просмотров. К декабрю у него уже было около 700 тысяч подписчиков в TikTok и 150 тысяч в Instagram. 6 декабря 2019 года Милохину исполнилось 18 лет. Как сироте от государства ему полагалась единоразовая выплата в 200 тысяч рублей. Данила заранее знал, на что потратит эти деньги – на новый смартфон и билет в Москву. 8 декабря он уже был в поезде. В столице Милохина ждал друг, с которым Даня познакомился в интернете. Он тоже рос в детдоме, похожая судьба их сплотила. Друг предложил бесплатно пожить у него. Как сирота он получил квартиру от государства. В первые недели по утрам, когда друг уходил на учебу, Милохин выходил вместе с ним и целый день бродил по улицам, знакомился с городом. По его словам, прохожие его узнавали. Он знакомился с другими блогерами и снимал с ними видео в TikTok. В начале 2020 года еще один друг рассказал Дане о заработке в Telegram, мошеннической схеме, которая напоминала финансовую пирамиду. За рекламу подобных сервисов щедро платили. Можно было заработать около 20 тысяч рублей в день. Милохин с радостью ухватился за возможность. Деньги тратил на наркотики. Но в феврале 2020 года резко отказался от пагубной привычки. У меня был передоз, после этого я не мог спать нормально. В голове крутился звук крышу снесло конкретно. Меня это испугало, объясняет Милохин. Тогда же Даня отказался и от сомнительной рекламы. Тиктокер понял, что был неправ и подвел свою аудиторию. Еще одна трудность, с которой он столкнулся – взлом аккаунта в Instagram, в котором к тому времени было около 400 тысяч подписчиков. Злоумышленники требовали у Милохина выкуп – 20 тысяч рублей. Но Даня отказался, сославшись на то, что может создать новый аккаунт, и аудитория пойдет за ним. Не Instagram делает меня, а я делаю Instagram. Люди знают меня, рассудил блогер. Тогда злоумышленники удалили все публикации в профиле и стали от имени Милохина продавать рекламу. Брали деньги, но посты не выпускали. Через неделю, благодаря службе поддержки соцсети, Дане удалось вернуть аккаунт. Блогер уверяет, что выполнил обязательства перед рекламодателями, несмотря на то, что лично обещаний не давал. Внутренняя перестройка совпала с новым витком популярности. В феврале Милохина пригласили на интервью на популярный YouTube-канал «Пушка». Видео, в котором он рассказал о детстве и признался в ошибках с наркотиками и недобросовестной рекламой, набрало 6 миллионов просмотров. Количество подписчиков Дани в TikTok на этом фоне перевалило за 1 миллион 800 тысяч. В то же время он познакомился с Ярославом Андреевым, основателем агентства по работе с блогерами Wild Jam. По словам предпринимателя, компания постоянно ищет новые лица. В начале 2020 года Wild Jam решила идти в TikTok, и Милохин по случайности оказался в числе первых, кому решили предложить сотрудничество. Андреев, Милохин и друг Дани Никита Левинский, которого тиктокер взял на встречу за компанию, нашли точку соприкосновения. Они решили открыть дом тиктокеров, по аналогии с американским проектом Hype House, который запустился в декабре 2019 года. Так, в марте появился Dream Team House. Репертуар участников типичен для TikTok. Это танцы, шутливые сценки, обыгрывание песен, участие в челленджах и видео из повседневной жизни. Андреев признавался, что готовился к тому, что проект год будет убыточным, но дом тиктокеров начал приносить прибыль уже через полгода. В гостях у тиктокеров были Клава Кока, Дима Билан, Ольга Бузова, Карина Кросс, Андрей Малахов и другие медийные личности. В апреле, в разгар карантина, Милохину пришла в голову мысль написать шутливый трек «Я дома». Строчки «Угадай, где я дома» отсылали к режиму самоизоляции. Тиктокер поделился идеей с командой, и они написали песню за сутки. Он отнесся к этому как к шутке, но она начала выходить из-под контроля. Короткий отрывок быстро разлетелся в TikTok. Пользователи записали под него 1 300 000 роликов. В июне он записал трио с Тимати и Джиганом. По словам Андреева, идея записать совместный трек принадлежала самому Тимати и его менеджерам, которые заинтересовались Милохиным после выхода «Я дома». Клип на песню «Хавчик», записанный при участии Дани, на момент выхода этого ролика набрал 23 миллиона просмотров в YouTube. Артистов пригласили выступить в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В сентябре вышел новый хит – дуэт с Николаем Басковым «Дико тусим». На этот раз идея коллаборации принадлежала Андрееву. По его словам, Басков сразу же ее поддержал и не прогадал. В YouTube клип за 3 недели набрал 16 миллионов просмотров. Следующий сольный трек Милохина «Love», выпущенный в конце сентября, за неделю набрал около 5 миллионов просмотров. Число подписчиков Дани в TikTok начало стремительно расти. В конце весны было около 4 миллионов, а на момент выхода этого видео уже больше 9 миллионов. Милохина стали приглашать на различные YouTube-шоу, коммент-аут, контакты, музыкалити и на федеральные каналы.
Он появился на обложке журнала GQ и стал номинантом на премию «Человек года». Рекламодатели тоже потянулись к Милохину. Среди них PepsiCo, Honor, Huawei, Лента и другие крупные бренды, а также десятки музыкальных исполнителей. Реклама бренда в TikTok стоит у Дани от 200 тысяч рублей, музыки от 75 тысяч рублей. Расценки на других площадках оговариваются отдельно. По словам Милохина, его средний месячный доход сейчас достиг 2 миллионов рублей. Он признается, что популярность поначалу вскружила ему голову. Даня ленился снимать новые ролики, бездумно тратил деньги на рестораны, брендовую одежду, всякую ерунду. Но наигрался, взялся за голову, стал аккуратнее распоряжаться деньгами и теперь планирует откладывать на недвижимость, автомобиль и новые творческие проекты. По словам Кристины Еремеевой, руководителя пресс-службы TikTok в России, Милохин самый медийный из российских тиктокеров. Этим летом Милохин сделал еще один важный шаг – наладил отношения с приемной семьей. Если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.